Добрый день или доброе утро. Хочется сегодня сделать обзор на свой автомобиль. Я уже давно это обещал вам сделать. Позади уже два серьезных испытания, две некие покатушки с Trophy Life. Но вы все видели уже, посмотрели, наверное, ролики. Если не смотрели, то ссылку вы найдете в описании. Посмотрите обязательно, как себя ведет автомобиль на летней резине на бездорожье. В общем-то, что хочу сказать. Автомобиль Range Rover Vogue 2010 года, комплектация Westminster. Это достаточно редкая комплектация. Объем 3.6, дизель. Я люблю дизельные машины. Автомобиль мне достался 4 года назад, с пробегом уже 100 тысяч. Хочу заметить, что автомобиль был в хорошем состоянии. Никаких изъянов у него видимых не было. В хорошем состоянии была подвеска, в хорошем состоянии был мотор. На мой век пришлось только его отчиповать, заменить пару сайлентблоков. Ну, в общем-то, это текущий ремонт, поэтому здесь ничего сложного не представляло. Тем более опыт общения с Land Rover'ами уже у меня не первый, это третий Land Rover у меня. До этого у меня был Discovery 2. А в 2000 году вообще замечательная машина, именно тогда я и познакомился с Land Rover'ами. У меня был после этого Freelander 2.2 в максимальной комплектации HSE. Сегодня какая замечательная погода. Что не съемки, что не обзор, то солнце. Посмотрите, я не специально подбирал этот день, просто для себя понял, что нужно съездить. Сегодня утром встал, солнце, ну, думаю, значит, так и должно быть. Вот теперь, я думаю, надо перейти к самому главному. Это Range Rover комплектация Westminster. А вообще, вы знаете, откуда появилась марка Land Rover? Как вообще Range Rover появился? В каком году все это было? Давайте немножко окунемся в историю. В нашей жизни все идет по кругу. Это некое колесо, жизненное колесо, наверное. Так вот, с возникновением первого колеса все, собственно говоря, и началось. А именно в 1887 году была создана компания Rover на английских, скажем так, широтах и просторах. Она стала выпускать безопасные велосипеды. Такое немножко смешное название, безопасные велосипеды. Но если окунуться в историю, мы с вами, наверное, вспомним, что велосипеды первоначальные были и на Руси в том числе с большим передним колесом, с педалями и маленькое заднее колесо. Так вот, роверовцы придумали безопасный велосипед. В 1887 году его запатентовали. На этот раз это уже был велосипед с двумя одинаковыми колесами, с цепным приводом на заднее колесо. Вот, посмотрите, куда я добрался. Так вот, создав этот первый, скажем так, велосипед, правильный, безопасный велосипед, братья продолжили свои труды, начали выпускать первые мотоповозки, первые некие мопеды, мотороллеры они сделали. Ну, можно их так, наверное, назвать. Дальше, со смерти одного из компаньонов и с приходом другого исполнительного директора, они решили переключиться на автомобили. И был в 1904 году выпущен первый автомобиль Rover. Это была повозка-экипаж с 8 лошадиными силами в моторе. Rover получился немножко неуклюжий. Он получился, скажем так, безрессорный. У него были, ну, не очень хорошие ходовые качества, но тем не менее это уже был первый автомобиль Rover, который был изобретен. Ну, давайте так, не будем углубляться, как развивался Rover. Скажу лишь так, что в 1914 году роверцы поменяли концепт. Они изобрели, уже даже не изобрели, они сделали второй автомобиль. Построили конвейер, на конвейере уже стали наравне с Генрихом Фордом выпускать свои автомобили. С наступлением Второй мировой войны Rover остановил производство всей своей техники автомобильной и стали выпускать крылья, двигатели для самолетов, начали выпускать лонжероны, начали выпускать закрылки. Ну, в общем-то, все, что касается военной техники. И вот в 1947 году
после войны встал очень острый вопрос, что дорог практически не было. Передвигаться как-то нужно, в том числе военным, спасателям, скорым, сельскохозяйственным, этим самым рабочим сельскохозяйственным. И они придумали некий концепт. Это был первый Rover. Впоследствии он получил приставку Land Rover. Это был некий внедорожный автомобиль, который был чуть больше легкового. Они придумали полный привод, сделали полный привод на все 4 колеса. Он был неотключаемый в то время. Соответственно, автомобиль получился достаточно неплохой. Их было сделано 25 штук. И уже спустя 2 года они отправляют его на выставку в Амстердам. И вот после выставки в Амстердам, я считаю, что это основная ветвь в истории. Именно после выставки в Амстердам Land Rover приобретает такое всемирное начало, всемирное значение. Его все заметили. На выставке от этого стенда никто не отходил, поступило очень много заказов. И Land Rover приступил к выпуску этих автомобилей. Спустя уже 7 лет, если мне не изменяет память, уже было выпущено порядка 250 тысяч автомобилей. Вы только представьте, что послевоенные годы за 7-10 лет было выпущено 250 тысяч. И вот после успеха на мировом рынке автомобилестроения марки Land Rover в 1969 году, это практически спустя 20 лет, была изобретена некая люксовая версия того Land Rover, с гидравлическими тормозами, с гидроусилителем. Это уже был первый кондиционер, кожаный салон, магнитола. То есть туда уже входили шпоновые панели, шпоновые вставки, дубовые рамки. В зависимости от того, что хотел конечный пользователь, ему предлагали это в качестве доп. Опций. И вот в 1969 году был придуман автомобиль Range Rover. Как вы думаете, как он назывался, как модель называлась в те времена, первая модель Range Rover? А вот теперь держитесь за стул. Это был Velar. Представляете, 50 лет назад был изобретен первый Velar. Именно на испытаниях по внедорожным качествам все надписи Land Rover были заклеены. Была просто одна надпись на багажнике: Velar. Это был двухдверный автомобиль. Range Rover Velar представлял из себя полный привод, отключаемый передний привод, автоматическая коробка передач. Единственное, что были проблемы с задними рессорами. Они были достаточно жесткими, и на кочках иногда автомобиль сильно подбрасывало. Просуществовал такой автомобиль 10 лет. Спустя 10 лет было придуман уже не трехдверный, а четырехдверный автомобиль. Но это уже история ближе сюда. Неповторимый, скажем так, кузов автомобиля сохранился до наших дней. Это можно заметить по, как у BMW это решетки, да, как они были, вот эти ушки, то у Land Rover это огромный капот. Он практически вида не изменился. И средний такой разрез вдоль всех дверей. То есть некая средняя линия, разделяющая верх и низ автомобиля. Вот эти вещи, которые всегда будут отличать Land Rover от других автомобилей. BMW внесло свою лепту в развитие Land Rover строения. Это действительно были не очень надежные моторы. BMW приглядывалась, испытывала, ставила совершенно новые необкатанные двигатели на эти модели. Но, тем не менее, что имели, то имели. И все эти обвинения: Land Rover течет от сервиса на сервис, мы встречаемся. Да, это были такие модели, но это BMW. Тут ничего не сделаешь. Да, когда у меня был Discovery, я иногда встречался на сервисе со своими друзьями по утрам. Соответственно, на последнюю линейку уже здесь были вообще классные моторы поставлены. Значит, вот Range Rover третьего поколения 3.6, 4.4 дизель и 5-литровый Supercharged. Больше бензиновых и никаких моторов нету. Ну, бензиновый мотор я не стал рассматривать, потому что это, ну, во-первых, это по налогам 5-литровый, 500 лошадей. Ну, я не знаю, я не понимаю, где можно ездить. Купить Феррари, чтобы ездить на ней по деревне. Ну, я образно говорю, по деревне, понятное дело. У нас знаков в Москве миллион. У нас, что не светофор, то пешеходный переход. И, в общем-то, разогнаться на ней негде. А по трассе раз в году летать в Астрахань на рыбалку с 500-кобыльной машиной. Ну, знаете, у меня здесь 300 лошадей. По паспорту заявлено 272.
Есть известный мастер в Москве, он перешивает все эти машины, и, в общем-то, я обратился, мне перешили также на 300 лошадей. Поэтому, если вы для себя решили купить Land Rover, не занимайтесь никакими левыми сервисами, действительно занимайтесь нормальными, езжайте на нормальные, хорошие сервисы, найдите для себя ближайший Land Rover и обслуживайте автомобиль только там, только там. Вот если вы все будете делать так, как вот нормальный человек, Land Rover вас будет только радовать. Вы не будете появляться на этом сервисе, как вам говорят, вот вы будете появляться по утрам, по вечерам. Да не будете вы там появляться. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, think she like me cause I'm from New York. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking P.I.M.P. Ну вот обзор. Да, он такой некого баклажанного цвета. Я поставил рейлинги специально. У меня две дуги есть. Но это вот это как раз единственная, наверное, не оригинальная вещь, которая продается, потому что оригинальные аксессуары Land Rover — это действительно Россия. Пошел на посадку. Ну так получается, что действительно аксессуары Land Rover действительно очень дорогие. Я не знаю, чем это обусловлено. Это просто какие-то космические деньги. Например, если купить лебедку, на эту машину есть родная лебедка, на эту есть машину бампер АРБшный, держатель для велосипедов, верхние багажники. Но я хочу вам сказать, что это космические деньги. Вот только вдумайтесь, лебедка на этот автомобиль родная стоит 252 тысячи. Я посмотрел по каталогу, я понимаю, что это какой-то космос. Может быть, конечно, существуют какие-то аналоги или что-то еще. Ну, я не искал, не смотрел. Вот сейчас надо, может быть, какое-то время пройдет озаботиться этим вопросом. Все-таки интересно, когда у тебя машина полностью позволяет кататься на внедорожных турах, на внедорожных покатушках и участвовать в бездорожных рейдах. Что еще хочется сказать? Ну, прежде всего по подвеске. Давайте так. Подвеску за все время существования у меня этого автомобиля я не перебирал ни разу. Да, были легкие изъяны, я поменял, наверное, рычаг или два рычага. Подвеска неубиваемая, ну практически неубиваемая. Это интеллектуальная подвеска, она управляет автомобилем, сама приседает, поднимается, ну некая пневма. Причем есть пневма с мозгами, есть без мозгов пневма. На первых автомобилях на суперчарджах стоят простая пневма, ты управляешь ей вверх-вниз. И не более того. Здесь она сама выравнивает, подъезжаешь, если где-то встаешь на неровности, она либо опускает, либо нахреняет автомобиль. Ну, то есть она его старается выровнять. На этом автомобиле я всего лишь один раз менял два баллона передних, они пришли в негодность, но это уже время. Это был пробег 200-205 тысяч, и передние два, представляете, передние только два баллона вышли уже на такую финишную прямую, когда мне сказали, что лучше их заменить от греха подальше. Задние баллоны в идеальном состоянии, пока ничего с ними не случилось. В мороз, не в мороз, в воду, в жару пневма работает. Я ничего, никаких нареканий про нее не могу сказать. Подножки. Да, кстати, подножки больная вещь. Действительно, у меня вот такая стоит здесь. Вот они выезжают, подножки. Ну, это больная вещь, да, честно, потому что механизм постоянно во влаге, постоянно в грязи. Это вторые подножки. По акции они стоят 30 тысяч. Ну, так получилось, что да, от первого хозяина они уже достались мне скрипучими. Я их несколько раз смазывал, но это не помогло, и, короче говоря, подножку заклинил. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, вот белая кожа, да, есть проблема. Знаете как? Наверное, может быть, от ног или от джинсов. Вот у меня такие вот случаются засветы. Ну, это белый марки салон. Я люблю такие салоны, ничего не сделаешь. Если бы это была черная кожа, наверное, бы ничего не случилось. Очень хорошая музыка стоит. Как вот здесь написано, Харман. Харман не Харман, карман в карман. Здесь, наверное, нарекание это на голову. Были обзоры. Глава старого образца. Есть карта навигационная. Вот если я сейчас в нее зайду, она спросит, на каком языке. Позволит согласиться. И, в общем-то, нарисует карту. Карта не обновлялась никогда. Более того, в моей комплектации карта расположена на жестком диске. Две вариации поставлялось автомобилей: на флешке и на жестком диске. На флешке, если стоит, вот здесь вот стоит жесткий диск,
На жестком диске она не обновляема ни при каких условиях. На флешках еще существовала версия вторая, что первая карта приходила в машине, ее можно было заапдейтить. На эту нет. Единственное, я нашел в Петербурге, ребята накатывают на мозги этого автомобиля некий свой аналог, я не знаю, там Яндекс или про города или что еще. Они говорят, все, вот мы накатываем, там больше улиц, больше все. По состоянию на 2018 год были обновлены все улицы. В этой комплектации что интересного? Значит, ну, то, что в зеркале управления гаражом, это очень удобно, подъезжаешь, открываешь, ну и, в общем-то, три позиции есть. Открытие ворот, это дача, не знаю, там работа или подъезд, где, соответственно, вы живете. Проблемные мертвые зоны. Самое интересное, в автомобиле есть задние мониторы для пассажиров. Да, интересная вещь, позволяет, конечно, крутить какие-то фильмы, но фильмы это только с сидюков. Флешек не читает, соответственно, старые форматы поддерживает. MP3-шки, не знаю, не пробовал. Здесь вот есть у меня такая вещь. Может быть, если кому-то интересно, можно через тюльпаны подключать внешние устройства. Я не пробовал, честно скажу. Внимание, монитор. Это даже не монитор, это некий маленький телевизор. Вы представляете, что этот телевизор, информационная панель, появилась на этих Land Rover в 2009 году. Ни у одной машины в 2009 году не было такого монитора. Только здесь был информационный дисплей, уже как компьютерно нарисованные стрелки, полностью отрисованная панель. Она задумалась очень умной. В ней должны были быть информационные всякие бегущие стройки от музыки, на нее можно было постоянно выводить какую-то информацию, должна выводиться были камеры, как они писали, но не доделали, поэтому на нее выводят столько внедорожной информации. Вот, например, если мы с вами захотим включить сейчас, вот я сейчас тронусь, я включил внедорожный режим. При езде по глубокой грязи, вот она включила замки. Здесь есть повторитель этой системы. Так, отключим 4.4 инфо. Так, не надо пищать. Да, вот он повторяет на этом же мониторе, дублирует. То есть, получается, я вижу и здесь. Да, она даже более информативна. Она показывает колеса, как играет. Вот, например, верхние шашечки. Если колесо задирается, то она будет показывать, что оно играет. Соответственно, она показывает угол разворота колес и два замка. Значит, что еще хочу сказать. Здесь вот в бардачке есть такая в моей комплектации камера. Как вы думаете, что это? А теперь внимание. Это выносная камера для прицепа. На присоске прицепляешь к заднему прицепу, и все изображение транслируется сюда, на заднюю, вернее, на переднюю голову. И ты видишь, что при сдавании задом, что у тебя происходит. Что еще интересного в этом автомобиле? Но я вам рассказывать про салон, какой удобный салон, это просто не имеет смысла. Салон вообще, вот я сижу, когда я передвигаюсь по трассе, такое ощущение, что я сижу в кинотеатре и смотрю фильм. Для меня, я вот даже всем говорю, меня спрашивают, почему ты везде ездишь на машине, почему ты не летаешь на самолетах, на поездах? Я говорю, ребят, вы просто не понимаете, когда у вас в руках такой автомобиль, такое ощущение, что вы едете у себя дома в диване, смотрите в телевизор, и просто фильм, вокруг вас несется фильм. Русь-матушка, как фильм. Просто вот поля, леса, деревня, озера. И вот только голову успеваешь поворачивать, насколько все это интересно и красиво. Настолько удобно сидеть в этом автомобиле. Вот салону 10 лет. Ну да, можно сказать, что есть темные пятна, это может быть джинсы красятся. А так, смотрите, подлокотники, состояние. Вообще, все в идеале. А сейчас я вам расскажу самую главную интересную фишку, которая нравится мне больше всего в этом автомобиле. Итак, оп! Приезжая на природу, над тобой не капает дождик, и ты сидишь, просто отдыхаешь. Здесь посадка на двоих человек. Свободно можно сесть, установить перед собой мангал и просто сидеть отдыхать. Достаточно вместительный багажник. Все, что нужно поместить. Тут антенна у меня, куртка маленькая зимняя, коптер. Что еще хочу сказать? Ну давайте посмотрим. Для заднего пассажира, ну как я и рассказывал, для заднего пассажира вот управление передним сиденьем. Вот оно сдвигается. Можно управлять отсюда боковой, видите, спинкой.
Можно лежа ездить, ну полулежа, естественно, это фильтрировано. Большой подлокотник с карманом телевизора. Можно установить, вот у меня стоит подставка для iPad. А что еще? Вот раздельный задний климат. Каждый пассажир выбирает себе отдельно. Плюс вход для дополнительного оборудования и 2 прикуривателя. Большой выбор программ для передних пассажиров. Все. Антенна готова. Соответственно, связь по радиостанции. Втыкаем главное устройство. В головное устройство втыкаем тангенту. И все, можно разговаривать. Сейчас покажу, как работает система полного привода. Выставил режим, если видно, грязь, колея. Поднял автомобиль. Попробуем посмотреть, как отрабатывает система. Все на экране. Ну, давайте я, наверное, вот здесь вот сделаю. Ну вот, мы стоим. Нос немножко поднят, мы стоим. Видите, задний замок сразу фиксирует. Единственное, не заденем мы подножками. Вот он натяг. Зад поднимает. Оп. Чуть-чуть машину повело. Но он отработал. Вот смотрите. Мы преодолели. Ну, 80 сантиметров, я скажу, наверное, 80 сантиметров мы преодолели препятствие. И, в общем-то, машина даже не скользила, даже не пыталась ехать в сторону. Что еще? Очень удобные кнопки управлением. Здесь управление телефона и всеми говорящими функциями, плюс подогрев руля. С этой стороны полностью отвечающий за круиз-контроль. Что могу сказать про динамику? Ну, 300 лошадей, почти 2 тонны. Ощутимо, но приятно. Вжимает в кресло. То есть вот нажимаешь на педаль, и она начинает урчать, подхватывает тебя и разгоняет. На трассе это просто шикарнейший вариант. Если кого-то нужно обогнать, это моментально происходит. Вот мы сколько ездим, даже с прицепом она позволяет себе брать динамику с прицепом. Прицеп почти тонну, да, сколько, наверное, прицеп весит, килограмм 300, и лодка килограмм 700. Ну, в общем-то, да, на круг тонну выходит, но это стартует даже не глядя. Еще хочется вам сказать, уважаемые товарищи, зрители, любите свой автомобиль. Даже если он у вас не Range Rover, даже если у вас простая Лада, умейте ее любить. Чем больше вы любите свой автомобиль, тем больше она к вам хорошо относится. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на канал. Range Rover самый лучший автомобиль. Я никогда не променяю Range Rover ни на какой другой автомобиль. Дай бог получится, может быть, я поеду на нем в кругосветку. Ну, мое желание, наверное, с детства посмотреть все страны, как Вилли Фок, 80 дней вокруг света. За 80 дней не успеем, но к этому надо стремиться. Ни минуты покоя. Всем хорошего дня, отличного настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, до скорой встречи.